Возникла у меня идея сделать максимально бюджетный проект, да такой, чтобы каждый смог его повторить. В общем, за один день и с бюджетом в 2500 рублей мы сделаем офигенный журнальный столик, а также узнаем, что будет, если залить обои эпоксидкой. Для начала нам надо раздобыть старый советский столик. Именно советский, это важно. Современная мебель редко бывает старой, во-первых, по определению. Да ладно! А во-вторых, она быстрее разлагается, чем состаривается. Такая мебель была практически в любой семье, возможно, у кого-то стоит до сих пор в углу и наблюдает за тем, как рассыпается уже второй икеевский шкаф. В общем, стоимость стола реально 0, так как их отдают бесплатно и даже говорят спасибо за то, что забрал. Итак, стол есть. Разбирая его, я понял, что единственное, что стало лучше из тех времен, так это саморезы. Либо они очень старые, либо их действительно закручивали молотками. Поэтому 10 таких и 20 таких, только нормальных. Теперь готовим все детали к покраске. Пытаясь содрать старый советский лак, я просто офигеваю, какие же раньше были материалы. Скорее всего, работала такая схема. Кто сделает самый плохой состав, тот получает путевку в направлении Сибири. Именно поэтому лак до сих пор блестит, и хрен ты его сдерешь. На боковых панелях я попытался приклеить шпон, который отошел, но толком ничего не получилось, поэтому применяем технологию Дестрой Васильевича и убираем его. Затем все деревянные элементы шлифую до голого массива. В общем, в итоге все перешлифовал, оказалось, что это настоящие дубовые ноги, сделанные из цельного куска дуба. Качество супер, я в восторге. Это вам не какой-нибудь МДФ, и если ваша собака пометит такой стол, то с ним ничего не случится еще лет 100. Ну нахер. При помощи шпаклевки убираем мелкие косяки и готовим дерево к покраске. Да, я использую краскопульт, но вам без проблем смогут заправить любой цвет в баллончик, а как пользоваться баллончиком, я думаю, разберется каждый. В итоге я выбрал матовый, слегка фиолетовый пастельный цвет, который отлично подойдет для принта, им мы и будем декорировать нашу столешницу. Самый дешевый принт я видел в строительном магазине, он называется обои. Я выбирал их по принципу то, что нравится, среди того, что на уценке. На эту столешницу ушел 1 метр обоев на флизелиновой основе. Бумажные обои не подойдут, берите моющиеся. Но метр обоев вам, конечно же, не продадут, по крайней мере мне не продали. И так как эти обои пойдут и на другие мои проекты, пишу в себестоимость полрулона. Приклеить обои к столешнице я решил на полиакриловый лак. Я всегда им пользуюсь, он и оказался под рукой. Нанести его, кстати, можно и кисточкой. И пока он не высох, кидаем на него заранее вырезанный кусок обоев. Если вы не профессиональный поклейщик обоев, каким я не являюсь, то воздушных карманов под обоями не избежать. Поэтому я прокалываю обои иголкой и выгоняю воздух. Итак, основа готова. Я проклеиваю бортик хорошим малярным скотчем. Лучше всего использовать скотч для автомалярки. Проверяю уровень профессиональным высокоточным инструментом и развожу смолу. И это единственная позиция, на которой не получится, да и не стоит экономить. Я уже не 1 год пользуюсь этим составом, и именно его рекомендую тем, кто только начинает работу со смолой, так как с ним практически невозможно накосячить. Состав разработан для массивных заливок, поэтому его можно спокойно мешать в больших объемах, и он не закипит. А также все пузырьки, которые образуются при смешивании 2 компонентов, спокойно успевают подняться на поверхность. Я вылил 2 литра состава, но этого оказалось за много, поэтому в смету пишем 1,5 литра. Для профилактики прохожу феном и оставляю на 2 дня. Как только все высохло, можно собирать. Тут все просто, собираем точно так же, как и разбирали. В итоге я решил покрыть столешницу матовым лаком. Это практично, да и между матом и глянцем я всегда выбираю мат. Но без косяков, конечно же, не обошлось. В местах, где я протыкал обои иголкой, все еще оставался воздух. Он и выходил, пока еще смола застывала. И местами остались группировочки пузырей. Учитывайте это. Суммарно у меня ушло около 7 часов работы и чуть меньше 2500 рублей. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки, ведь только так я смогу понять, что такие видео нужны и соответственно сделать еще парочку.